Всем привет, дорогие наши зрители! Власть устами депутата из «Слух народа» рассказала, как они будут восстанавливать жилье тех граждан, которые его либо потеряли, либо в ходе боевых действий их жилье потерпело увечье. Сразу предупреждаем, те, кто не любит правду, можете отписываться от нашего канала и идти туда, где будут вам лгать. Мы же рассказываем все то, что есть на самом деле. Не только то, что на бумаге, а и то, как это все, что на бумаге, не исполняется. Также напоминаем, что все услуги адвокатской компании «Право Экспо Групп» предоставляются исключительно на платной основе. Как заказать консультацию, либо иные услуги вы можете найти в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Также мы уже хорошо поняли, что многие из вас хотят, чтобы мы стали банкротами, но у вас не получится. Поэтому еще раз для особо одаренных повторяем. Мы финансируем себя сами. Никто не финансирует этот YouTube канал. Никто не финансирует создание, монтаж этих видео, которые, кстати, создаются для вас. Также за все время существования канала никто из вас не перекинул даже 1 гривны. Этим всем вы показали, насколько вам якобы не нужна наша информация. Но почему тогда все вы пишете и рассказываете, что вам нужны юридические услуги? Если у вас нет элементарно несколько гривен на поддержку канала, то, пожалуйста, платите за услуги. А то вы сами хотите работать, чтобы вам платили, а адвокатская компания, которая оплачивает работу своих адвокатов, должна почему-то стать банкротом. Мы уже давно говорили, нам нужны нормальные, адекватные люди, а не те, которые хотят на чужом горбу въехать в рай. Такого не бывает. Поэтому все консультации, еще раз напоминаем, платные. И еще, правда по своей природе никому не нравится. Да будет так, это нормально. Но почему тогда нас смотрят миллионы людей? Мы уже свою статистику выкладывали неоднократно. Даже снимали видео, как только в одном аккаунте нас посмотрели 8 миллионов людей за 1,5 месяца. А таких аккаунтов у нас 4 в ТикТоке, 2 канала в Ютубе и телеграм-канал, который уже набрал более нежели 10 тысяч подписчиков. Да, к сожалению, нормальных людей в стране намного меньше, нежели халявщиков, но они есть, и с ними приятно работать, поскольку они прекрасно понимают, что за любые услуги нужно платить, а мы, в свою очередь, предоставляем им качественные юридические услуги. Пора уже взрослеть и все свои потребности обеспечивать самому, а не писать нам якобы мы что-то вам должны и что-то должны наши специалисты рассказывать на безоплатной основе. Также напоминаем, есть люди, которые звонят в нашу адвокатскую компанию, не оплатив юридические услуги, и требуют предоставления консультаций. Все эти люди будут опубликованы в нашем YouTube-канале, так как никто из вас не имеет права трепать нервы нашим специалистам и нашим адвокатам. Вы думаете только о себе, но вы не думаете, что у нас работают люди, и им нужно платить зарплату. А я, как генеральный директор адвокатской компании, не имею права допускать определенного поведения со стороны клиентов по отношению к нашим адвокатам. Поэтому учите закон и относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Иначе вся Украина услышит ваш голос и увидит ваши данные. Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? А чтобы мы с вами не конфликтовали, открываем этикет и читаем, как общаться с людьми. На «вы», не тыкая и ничего не требуя. И за все услуги сначала платят, а потом получают. Министр финансов и адъютант Папандопула из Одессы. Надеемся, после этого видео все халявщики с нашего канала убегут, как крысы с корабля. И останутся только те люди, которые ценят наши видео
консультации, смотрят их и развиваются вместе с нами. А всем нормальным людям огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до этого момента. Ведь многие не досмотрят, и слава богу. Извините, друзья, мы понимаем, что многие из вас хорошие, порядочные, нормальные люди. Мы с вами хорошо работаем, сотрудничаем, ведем бизнес, защищаем вас в судах и так далее. Поэтому еще раз большое вам спасибо, что вы с нами. Но не сказать об этих халявщиках мы тоже не могли. Ну а теперь давайте переходим к нашей основной теме. Так вот, власть обещает, что будет раздавать квартиры всем, кто их потерял. Также будет давать компенсации всем, квартиры чьи получили увечья в ходе боевых действий на территории Украины. Так ли это? Давайте послушаем прямую речь депутата Верховного Совета України від «Слуги народу». Ми сьогодні в парламенті зареєстрували і провели через перше читання законопроект, який стосується надання компенсації за втрачене житло. І в цьому законопроекті, який, я сподіваюся, скоро буде розглянутий вже в другому читанні, ми передбачили черговість для певних категорій людей. Це військові, їх родини, це багатодітні сім'ї і це особи з інвалідністю. Ми вважаємо, що саме ці люди повинні першими отримувати або компенсацію, або отримувати житло, тому що вони його найбільше потребують, на нашу думку. Все эти обещанки, цяцянки мы с вами уже давно слышали. Давайте вместе подумаем, реально ли это сделать. Первый вопрос, который напрашивается, за какие деньги это все будет делаться. Вы вообще понимаете, что это триллионы долларов? Он думает, что стал до хрена богатым, и он им стал. На бумаге. Потому что все они торчки. Или Украина опять наберется кредитов. Кстати, уже наши с вами даже дети, которые родились, должны МВФ по 3,5 тысячи долларов долга. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я тебе еще нарисую. И за эти кредиты Украина будет строить жилье без откатов, без коррупционных схем. Да, а у нас уже побороли коррупцию. Ну, конечно же, интересно, на кого рассчитано это видео. Наверное, просто на тех людей, которые до сих пор не понимают реальности, в которой они живут. Потому что все они торчки. Вы скажете, мы критикуем власть. Знаете, что такое критика? Критика – это когда ты говоришь, что неправильно, указываешь на ошибки. И самая главная составляющая критики – это когда ты показываешь альтернативный выход с ситуации. Перестань нарушать закон, мерзавец! Мы уже устали рассказывать, как можно элементарно развить Украину и сделать с нее настоящую, финансовую, грамотную, правильно использующую свою экономическую систему на благо всего общества. А все это делается, когда мы с вами будем вместе развивать наш внутренний бизнес. Не воровать, а развивать. Не путайте бизнес с воровством. Здесь между воровством и бизнесом нет ничего общего. Ах ты разбойник, ах ты бандит, это же все мое. Хотя многие и привыкли, что в 90-е именно благодаря воровству большинство в кавычках бизнесменов стали миллиардерами. Мы уносим домой реальный нал. Но мир с 90-х кардинально изменился. И все эти миллиардеры сейчас тоже терпят очень и очень большие убытки. А в ближайшие 5 лет их вовсе не будет. Этого ничего нет ни в природе, нигде. Это не материя. Это Так что давайте вместе учиться, чтобы деньги делали деньги. А для этого нужно привлекать инвестиции. Какие инвестиции? А такие, чтобы их доходность покрывала расходы. Слушай, возьми все, я тебе еще нарисую. Но, конечно же, легче дать обещание народу, легче не слушать этого Александра Викторовича Шавлюка, легче воровать, нежели создавать. Мы это прекрасно понимаем. Но рано или поздно вы все придете к тому, что будете наши видео пересматривать десятки тысяч раз. Потому что такая система финансирования предусмотрена на всей планете и у всех развитых странах.
И это не какое-то ноу-хау, а это давно проверенная финансовая система. Система созидания, а не разрушения и воровства. В связи с вышеизложенным хотим задать депутатам из «Слуги народа» один единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, где деньги вы возьмете на все это, что вы обещали народу? Всем спасибо, друзья.